Ребятушки, hello, как говорится, приветствуем вас в Пусане. Ну да, очень смешно. На самом деле, мы и вправду приехали сюда на поезде, на скоростном корейском поезде, называется KTX, причем ехали в первом классе. Вот как это было. Места приятные, даже отклонять назад их не нужно, прям так удобно. Это реально одни из самых удобных кресел, на которых мы когда-либо сидели. Все это, ребятушки, в специальном обзоре для ВК-видео, специальная ссылка внизу, рекомендуем посмотреть. Мы приехали сюда специально, чтобы прокатиться на японском скоростном пароме, потому что он ходит только по маршруту Пусан-Фукуока и Фукуока-Пусан. 2 часа до отправления, но, как мы знаем, бывали прецеденты. Слушай, там уже подняли. 1:20 до отправления. Вот так-то. No? 1:20, на самом деле, куча времени. Давайте я вам покажу сейчас. Нет, кроме шуток. Тут есть магазинчик интересный. Ультра-кастомные чехлы для смартфонов. Называется Design Skin. Вот это все магазин чехлов. Hello. Почувствуй себя корейцем, называется. Они вот любят эти вот эти прибамбасики. Естественно, только айфоны и Samsung. И никаких Vivo, Oppo. Вот тут Xiaomi. Ну, Xiaomi, наверное, еще есть, но Vivo и Vivo, Oppo вы тут не найдете. Ну, вот такой. Made in Korea. 34 тысячи вон. Есть за 29 тысяч вот с котиками, с собачками. Рекомендуем. Будете на вокзале в Пусане, заходите. Thank you. А это что за едальня такая? Что-то попахивает опозданием на паром. Круассан. Нет, слушай, да, все, пойдем. На пароме будут кормить. Поехали в порт. Вот по бюджету что-то продают. Даже метро в Пусане есть. Большой город. Почему у корейских школьников у всех одинаковые прически? Посмотри. Пару слов о Пусане. Пусан, между прочим, ребятки, это второй по крупности город в Южной Корее. Называется морская столица страны. 3,5 миллиона жителей. И здесь находится, если верить тексту, который я нашел в интернете, самый большой универмаг в мире. В Пусане? Серьезно? Но мы идем в порт, откуда идет скоростной паром до Японии. Вот эта штуковина стоит. Что это за автомобиль такой? Торрес? Что за Торрес? А, Сангёнг, нифига себе. Ребяшки, много всего интересного. Прям много. Человек кино смотрит. О, грандер новый стоит. Вон он там. А это 2 грандера? А это что за грандер? Хотели поснимать, времени нет. Идем на паром. Ремонт. Ну вот, все как обычно, пришли не туда, не тот порт. Срочно, 50 минут до отправления. Вот порт, вот стоят корабли. На карте посмотрели, сам порт. А еще есть ферри-терминал. Почему тут порт? В билете нет никакой информации о точке отправления, нет ее. 30 минут до отправления. И чё? Нам вообще-то вниз, блин, в туннель. Там есть пешеходный? О, есть. Uber показывал карту, ему перестроил, ехать было 5 минут. Мужик говорит, я, говорит, лучше знаю. Таксист, ну чё, попробуй с таксистом поспорить. Ну и вон, встал в пробку, 5 минут вообще стояли. Хотя за эти 5 минут могли доехать нормально. И куда мы вышли? Ну, тут вообще без вариантов, все стоит. Блин, куда мы вышли? Что это? Тут нет перехода, это какая-то стройка, чувак. На светофор. Вот терминал, порт. Как туда попасть? Шансы минимальные. С чемоданом минимальные. Вот мужику сказали ведь ехать так. Он, нет, я лучше знаю. Таксист этот, блин. 30 градусов с чемоданчиком и с рюкзаком. Кайф. И расстояния тут какие-то нереальные. Вот красненький. Это наш. Кого нет? Парчерери.
Куда идти? Траволатор двойной. Queen Beetle, we have a ticket. Ticket, we have a ticket. Yes. Фу. Пока не выгнали, уже хорошо. Надо еще проверить визы. Вот мне визы проверяют. Они проверяют билеты из Японии, потому что у нас билет Корея, Япония. Они говорят, а у вас из Японии есть билет? Надо все подготовить, все показать. Ну, сами виноваты. Сами виноваты. Смотришь порт, а он другой оказался. Окей? Ага. Thank you. Now please enter the immigration gate. Okay, thank you. All right. Так. Go. All right. Окей, no камера. Да еще 500 досмотров. Okay. Right here? Okay. Pockets. 감사합니다. Thank you. Гейт. Поехали. Еще 5 километров идти до этого. Что, не могли поближе, что ли, вход сделать? Или сюда его пришвартовать? Опа. Что самое смешное, у нас места на пароме точно такие же, как были места в скоростном корейском поезде. Тот же ряд и те же места. Прикинь, 6Б, 6С. Ребятки, видео про скоростной корейский поезд вышло на ВК. Специальная ссылка внизу. Вот как это было. О, экономчик. Тут места 2 по 2. Починил. Так, ребятки, вот, собственно, Queen Beetle. Почему мы так торопимся на него и стараемся на нем прокатиться? Это один из самых новых паромов в мире. Ну, на самом деле, если говорить правильно, это тримаран. Длина 83,5 метра, ширина 20 метров. Queen Beetle построен австралийской судостроительной компанией Austral. Кстати, вот мы зашли на сайт, у них в портфолио очень много разных еще интересных судов. Над дизайном этого тримарана работал Еиджи Митуока. Могу ошибаться, естественно, в произношении. Кстати, он же работал над дизайном поезда Seven Stars, тоже японского. Успех близок как никогда. Yes. Hello. Yeah. Мы это сделали. Успели. Second floor. Nice. Мы взяли бизнес-класс, ребятки. Ну, как бы в эконом-то и так можем зайти. А если бы мы взяли в эконом, то в бизнес могли бы не зайти, потому что разные этажи. А если мы взяли бизнес, можем посмотреть и эконом. Это не проблема. Успели, чувак. За 10 минут до отправления. 14:49. За 11. Но в тот раз за 10 минут он уже отшвартовался. Слушай, там уже подняли? No? Они уже отшвартовались ближе. Смотри. Можно оставить чемодан. Давайте сразу с главного начнем. Unable to open while sailing. Слушай, не поместится сюда. Hello? Can I put my luggage here? Anyway, alright. 2:21. Это сейчас закроет специальный человек. И выдадут только, когда прибудем. Нифига себе, даже люди с великами катаются. Это что такое? Это что такое? Это то, где мы поедем? Да ладно, чувак, нифига себе тут. Какие хоромы. Даже ручка есть, держалка, смотри. Столик. Подогрев есть. Оно нагрето все. Подогрелось. Да ладно. Тут даже вон иллюминатор есть, прикинь. Вон. Так, пойдем, найдем наши места, закинем сумку и посмотрим, как он отшвартуется. Тут есть же палуба, наверху, наверное, должна быть, да? Выйдем. Hello, we are looking for class C. А вон тут еще есть. This one, right? Okay, thank you. How to go up? Up. О, вот так. Thank you. А вот экономчик такой, смотри. Ура! Отходим! Итак, несколько интересных технических фактов об этом пароме, потому что тут тримаране. Прошу прощения, тримаране, потому что действительно есть кое-что интересное. У этого тримарана 4 16-цилиндровых двигателя Rolls-Royce MTU модели 1163M04. Каждый двигатель, а их здесь 4, выдает мощность в коридоре 4800-6500 киловатт. А максимальная скорость тримарана 37 узлов.
Вместимость 502 пассажира, экипаж 20 человек. Это верхняя палуба. Дальше у нас, давай сюда посмотрим. Есть еще вот такое довольно какое-то странное место для курения, видимо. Это вот для курильщиков. Which country you are? From Moscow. Moscow. Where are you from? Bangladesh. Nice, Bangladesh is nice. What are you doing here? What do you do? I What have come Japan as a tourist. do you like it? Yes, of course I like it. Where's better, in Bangladesh or in Japan? In general, Japan is better, but something is better. In Bangladesh. What exactly? What is better? And Bangladeshi food, and culture, this is the and religious, mainly religious. But all other things like roads, cars, houses are better in Japan. Yes, yes. Thank you so much. What's your name? Mamun. I like your phone. Yes. Very good. Google Pixel. Alright, see ya. Опа, смотри-ка, все. Вот о чем ребятки говорили, что типа могли бы и в экономию поехать. Мы могли бы в экономию, мы не привередли, вообще проблем никаких нет. Но в бизнес, если вы едете в экономию, не попадешь. А хочется же вам все показать. Вуаля. Вот, пожалуйста. Самое смешное, ребятки, что наши места мне реально нравятся больше. Те как бы более закрытые, более такие вот как бы приватные, но здесь намного комфортнее сидеть, чем там. Первое. Второе. Вот уж точно не хуже. Вот уж точно не хуже. Oh, thank you. Аригато. Аригато. Так, ребятки, что принесли? Ну, вот с чего начал говорить. Как обычно, есть места клевые, а есть, менее клевые. Назовем их так. Вот наши места, во-первых, средний ряд, а во-вторых, вот кондиционер. Я там форсунку выгнул немножко вверх. Теперь 3 работают туда-сюда, а одна нет, но потом можно поправить, чтобы не дуло. Есть места у окна, смотрите сюда. Вот такие вот. Причем здесь никого нет. Выбрать место нельзя, никак, там нет карты мест. То есть вот какой дали, такой дали. Тут явно как-то сидеть приятнее у окошка, да? Сидишь, кайфуешь, полочка есть, чье-то место. Кстати, под каждым креслом спасательный жилет. Вон, под каждым. Под нашим тоже есть. Ё-моё, мне столько печенья никогда в жизни нигде не давали. Смотри, печенье, 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 печенье. И трубочка. Маска для сна. Есть санитайзер. Есть крем для рук. Вот такие тапки. Тапки солидные. Прям Кирилл уже в тапках. Прям махровые, отличные тапочки. О, ребятки, сорян. Да, вот есть вот такой вот для трубочки. Предполагается всю вот эту вот коробку печенья съесть и запить вот этим соком. Ребятки, интересно. Он прям втопил. Он прям чешет. Будь здоров. Ты чувствуешь? Скорость 70 км/ч. На пароме это чувствуется. Видите, море как бы спокойное, но не совсем. И вот эти легкие барашки чувствуется, немножко бьет. И шатается он, и как бы и вибрирует. Так, ребятки, мы, честно говоря, перекусили немножко, и было вкусно. Кормят вот чем. Креми болоньезе 700 йен. Мы взяли вот такую вот пиццу за 1000 йен. Неплохо, там 5 кусочков, на двоих прям хорошо зашел. Есть у нас туалет. 2 раковины и 2. Сейчас тут человек сидит. Такой туалетик. Интересно, что написано стоя. Стоя. Дела делать нельзя. Вот еще интересное. Бизнес-класс only free when... Что тут еще? Какие-то коктейльчики, коктейли, лимонады. Ну, тоже место, да? Как бы тот же бизнес-класс, но у прохода туда-сюда, тут не клево. Во, тут уже движок какая-то. Магазин, а что, закрыт уже. Крема всякие, лосьоны, табак. О! О-хо-хо-хо! Нифига он несется, посмотри! О! Хо-хо-хо-хо-хо! Не каждая яхта так может. А это тримаран на 500 человек и 20 человек экипаж. Шумновато тут. О, есть автомат с мороженым.
Что за деньги? За деньги. 1000 йен стоит. Это же йенах? А нет, какой 1000 йен? Вот, 220 йен. Спускаемся в эконом. Паром Тримаран. Трехпалубный, эконом, бизнес-класс. Вот у нас и третья палуба, это, помните, синие сиденья, куда мы заходили? Ого! Вот тут мощный open space, смотри. Ну, еда та же самая, все. Sold out. Все то же самое, только людей больше. И пахнет прям сильно, кухней пахнет, потому что готовят много. Кто что делает вообще? Кто-то красится, кто-то кушает. О, вот наш друг из Бангладеша. Бон аппетит. Но при всем уважении, наш друг из Бангладеша сидит и ест там какой-то карри, который вот пахнет в радиусе метра 3. Там рядом люди с ним сидят, ну как бы, а что ему скажешь, не место ест. И у нас вот на бизнес-классе там у окна есть столы, можно сесть и покушать, и все туда садятся есть. А здесь все кушают вот на своих местах, поэтому кто будет рядом что кушать, сами понимаете. Вот самое классное, чувак, смотри, детская комната есть. Что-то нормально шатает. Вот на палубе выше, вот у нас в бизнес-классе, там комфортно, там прям кайфуешь от путешествия. Здесь скорее как бы едешь куда-то. Вот, ну вот такое, как есть, правда. Там путешествуешь, а здесь добираешься до места. Хотя есть и удачные места. Но что будет на обед у соседа, никто не знает. Как он несется, посмотри. Это вам не корейский паром. Ночью началась качка. Половина из тех, кто на этих ковриках спит, они как неваляшки. Туда-сюда. Вторая половина успешно обнимает унитаз. О, народ прибавилось. Воу. Стоит, конечно, помнить, что многое зависит от погоды. Если погода плохая, вы где-то купили заранее, завтра вот обещают уже дожди. Море будет волноваться. Как он пойдет? Вопрос. Ребяшки, прибыли минута в минуту. Японский паром, красавчик. Багаж заберем. Аригато. Все уже вышли, мы специально так, без спешки. Слушай, мы немножко стормозили. Сначала выходил бизнес-класс, мы могли выйти. А сейчас пошел эконом, вон они все пошли. Вот в этом проблема, на английском ничего не объявляют. Если бы мы знали, мы бы сразу вышли, а мы там сидим, расслабились. Сейчас будем стоять там на паспортном контроле еще. Да. Не быстро все это будет. Ах, морем пахнет. Вкусно. Прикольно он. Организация, конечно, на высшем уровне. Не промахнешься. Везде, где есть какой-то хотя бы микро вопрос, там щель какая-то была, там стоит человек. Так, еще нужно постоять. Сколько там народу? Ну, это часика на полтора. Я тебе точно говорю. Еще раз, мы немножко подтормозили. Бизнес-класс проходил первый, как в самолете когда-то, да? Сначала бизнес выходит, потом эконом. Если бы мы с бизнесом вышли в самом начале, мы бы уже прошли. А если с экономом, то стоим. Стоим. Тут нельзя снимать. Вон, видишь? Врубай. Фух, ребяшки. 1:15 на все про все. И в Японии отменили масочный режим. ПЦР, вообще вот все вот эти штуки, раньше мы тратили около 40 минут, чтобы пройти только процедуры, связанные вот с карантином, вот с этим совсем. Так, куда нам? На улицу? Что творится? 1:15 заняли у нас все процедуры. Довольно быстро, кстати. Бывало и по 2, и по 3 часа стояли в аэропорту на паспортном контроле. А тут прям 1:15, раз, как-то все очень быстро и четко. Самый быстрый, скоростной и самый новый паром в Японии. Тем не менее, сделан в Австралии, и это местами чувствуется, причем не в самом хорошем смысле этого слова, потому что, ну вот, японское качество, мы плыли, шли на ночном японском пароме, было как-то уютнее, приятнее и по многим моментам вот качественнее. Мебель, вот все. Но, однако, плыть всего 3 часа, поэтому там потерпеть, не потерпеть, нам в целом все понравилось. Ждем ваши комментарии и рекомендуем подписаться на наш телеграм-канал. Там, кстати, тоже много всего интересного. Специальная ссылка внизу. Привет из Фукуоки, Япония. Сейчас пойдем еще что-нибудь поищем интересное. Увидимся. Пока.